День 1558. Алекс на связи. В этом году я использую в качестве дополнительного обогревателя обычный радиатор, подключенный к умной розетке. Сделал на базе умной розетки термостат, который работает от системы умного дома и, соответственно, включает или выключает обогреватель в зависимости от температуры в комнате. Для температуры в комнате я использую датчики Zigbee от Xiaomi. Это датчик температуры и влажности. Розетка используется у меня тоже Zigbee розетка от Tuya. На днях у меня зависла розетка и перестала включаться и выключаться. И она осталась во включенном состоянии. И при этом обогреватель работал практически весь день. Конечно, температура в комнате сильно поднялась, что было совсем некомфортно. И даже то, что на датчике температуры была уже температура выше, чем установленная, розетка не отключалась, и система умного дома тоже не могла понять, что нужно отключить. Потому что розетка просто не передала статус в систему умного дома о том, что она была включена. У меня сделано так, что перед тем, как изменить состояние розетки и послать сигнал, сначала проверяется ее текущее состояние. Если состояние включено и температура выше в комнате, чем установленная, то в этом случае система умного дома посылает сигнал на розетку. Если температура выше и розетка уже выключена, то повторно сигнал не отправляется. Потому что иначе можно было бы просто постоянно отправлять сигнал с какой-то периодичностью. Сама у меня система автоматизации проверяет статусы всех датчиков раз в 10 секунд. И поэтому раз в 10 секунд отправлялась бы информация о том, что нужно розетку выключить. Это, конечно, наверное, не критично, но просто это забивает весь трафик, и, конечно, так делать не следует. Поэтому я использую контроль текущего состояния устройства, и это иногда вызывает проблемы. В данном случае у меня обогреватель, он питается от этой розетки. Он установлен на минимальную температуру нагрева, то есть минимальную мощность. На нем 3 режима. Это мощность первая — это 700 Вт, соответственно, мощность вторая — это 1,3 Вт, и вместе включено 2 киловатта. Вообще полностью доверять розеткам я, конечно, не могу, потому что могут быть разные случаи, может быть просто залипнуть реле внутри розетки, если розетка уже не новая, или мощность, которая используется подключенная, она близка к максимальной. Даже то, что на розетке указано 16 ампер, это все равно достаточно много, и лучше использовать гораздо более слабые устройства. И обогреватель работает у меня не на максимальном режиме. Такая же проблема может быть и со стороны датчика температуры. У меня датчик Zigbee от Xiaomi в какой-то момент перестал работать корректно, начал отправлять в систему умного дома 55,5 градуса. Это длилось непрерывно в течение нескольких часов. Такую же он влажность отправлял 55%. С чем это связано, непонятно. Батарейка была, в принципе, достаточно в хорошем состоянии еще. И, конечно, у меня система, она просто отключила обогреватель и не включала его. Я, конечно, понял, что что-то не так работает, когда стало достаточно холодно в комнате. И увидел, что, соответственно, в течение нескольких часов датчик все время отправлял значение. Причем он работает от батарейки CR2032. Конечно, мощность этой батарейки на такое количество передач недостаточно, и сам термометр постоянно засыпал, чтобы хоть как-то восстановить энергию. Также я несколько раз сталкивался, когда просто
обогреватель был выключен из розетки, и несмотря на это, система умного дома пыталась включить умную розетку, пыталась нагреть комнату, но, конечно, это у нее не получалось. Нужно сделать некоторый контроль, чтобы система умного дома также отслеживала и потребление энергии, и если потребления нет, то меня информировало о том, что что-то не так с обогревателем. Либо он вышел из строя, либо его выдернули из розетки физически, либо на нем переключили режим, и он теперь находится в выключенном режиме. Также часто я обнаруживал ошибки в сценариях, когда у меня, например, чтобы от времени я настраивал так, что у меня обогреватель работает и поддерживает температуру в дневное время выше, а в ночное время ниже. И бывают ошибки, когда у меня, например, неправильно указано было время, и в которое является ночным, и, соответственно, обогреватель просто в неправильное время делал неправильные действия и нагревал комнату тогда, когда не нужно. И также я отслеживаю, чтобы обогреватель не работал в то время, когда никого нет дома. Ну, например, на балконе у меня тоже используются два обогревателя дополнительно. Они больше используются в межсезонье, когда нужно догреть балкон до комфортной температуры. А сейчас, например, в зимнее время у меня обогреватели поддерживают минимальную температуру на балконе, чтобы там не было ниже 0. Сейчас у меня один обогреватель поддерживает температуру 4 градуса на балконе. И если температура опускается ниже, он достаточно быстро нагревает комнату обратно до 4 или 5 градусов. Сам алгоритм он достаточно простой у меня используется. Если температура выше установленной, то розетка выключается. Если температура ниже установлена, то розетка включается. Гистерезис я не настраивал, потому что датчики температуры имеют большую задержку в отправке. Они отправляют при изменении больше, чем на полградуса, или влажность, если меняется больше, чем на 5%. А также отправляют значение раз в час, раз где-то 55 минут. Поэтому, если при нагреве температура была 25,9 градусов, то следующее срабатывание произойдет либо через 55 минут, либо когда температура станет 26,4 градуса. Поэтому сам гистерез не нужен, но из-за этого получается, что достаточно большой перепад температуры в комнате возникает полградуса. Это, конечно, не критично, но сам обогреватель работает достаточно долго, получается, и от него, конечно, становится очень жарко, если находиться к нему близко. На самих радиаторах дополнительно есть, конечно, датчик температуры, но он фактически, во-первых, не устанавливается на определенную температуру, и, конечно, он больше показывает температуру обогревателя, чем температуру в комнате. И если, например, обогреватель на большей мощности стоит, то из-за этого он очень быстро нагревается и сам перегревается и отключается. Поэтому я использую минимальную температуру. Ее, в принципе, достаточно для того, чтобы прогреть комнату дополнительно, если не хватает обогрева от других источников. Например, я мониторил, сколько времени требуется на нагрев и на охлаждение. В принципе, весь цикл занимает где-то 1,5 часа. То есть в течение получаса обогреватель даже на мощности 700 Вт нагревает комнату, и потом комната в течение часа остывает обратно на эти полградуса. Также я использую аналогичный алгоритм работы и для системы теплого пола электрического. У меня были установлены самые простые термостаты, которые просто определенную температуру вручную можно установить механически, причем это не в градусах, а просто в делениях.
И для того, чтобы его сделать немного умным, я использовал реле, которое установлено на проводе, который идет от счетчика и от автомата в электрическом щитке. И включая-выключая реле в щитке, я включаю теплый пол в нужное время, и он просто нагревается и поддерживает ту температуру, которая на нем механически также установлена.